Путешественники обживаются в селе Сваленник, расположенном в 40 километрах от болгарского города Руси, и пытаются побороться с живущим на кухне грызуном при помощи живой крысоловки. Раннее утро предрождественской пятницы, прямо перед отправлением в очередную поездку на единственном идущем из Сваленника автобусе, началось с обнаружения на кухне крысы. Самой настоящей, серой и с хвостом. Мы решили, что таким образом Дед Коледа, болгарский Дед Мороз, захотел сделать приятное и нам, и многим другим, кто загадал в этом году желание, чтобы крыса сдохла. Но либо у него оказалось неразвито образное мышление, либо он просто не знал, что российского несменяемого президента, развязавшего в конце февраля самую кровавую войну на европейском континенте после Второй мировой, как минимум с ковида называют бункерной крысой из-за предпринятых им параноидальных мер самоизоляции, а часть россиян сравнивала его с этим навязчивым грызуном задолго до этого. На рассвете мы приехали в областной центр город Руси и стали дожидаться, когда откроется железнодорожная касса, в которой можно приобрести скидочные карты. Как оказалось, если заплатить примерно по 25 евро с человека, можно в течение целого года ездить во всех поездах болгарских железных дорог за полцены. Необычно было наблюдать, как в современную цифровую эпоху карты выписывались от руки, а потом еще и ламинировались. Весь день мы планировали пробыть в Руси, а вечером поехать на море. В одном из дворов взгляд привлекла необычная машина, ушастый запорожец, советская сверхбюджетная малолитражка, ставшая героем большого числа анекдотов. Я хотел посетить музей транспорта, который расположен в историческом здании вокзала, построенного вместе с первой на территории современной Болгарии железнодорожной линией Руси-Варна. Но в этот предпраздничный день он не работал, так что вблизи нам удалось увидеть только узкоколейный паровоз, использовавшийся когда-то на внутризаводских путях одного из многочисленных промышленных предприятий, работавших в Руси в эпоху коммунизма. Но через забор было видно, что на бывшей станции стоит различная историческая техника, вагоны царских поездов, старые тепловозы и паровозы. Так что в следующий раз надо будет обязательно еще раз сюда заехать. На противоположном берегу Дуная виднелся румынский город Джурджу, в котором мы жили еще 3 месяца назад, и набережная, по которой часто гуляли. Из-за действующего для лиц, ищущих убежище, запрета на выезд за границу, тогда с той стороны совершенно недостижимым нам казался этот берег, а сейчас наоборот. Современная Болгария находится в регионе, который издревле был заселен, причем высокоразвитыми для своего времени цивилизациями, оставившими весьма внушительные материальные свидетельства своей деятельности. Поэтому во многих болгарских городах можно наткнуться на античные или средневековые крепости или другие развалины. Руси не исключение. Пару тысячелетий назад вдоль Дуная проходили северные рубежи Римской империи, и на его берегах стояли многочисленные крепости. С руинами одной из них можно познакомиться в музее под открытым небом, который был открыт 20 лет назад. Работающий здесь археолог, по которому сразу видно, что то, чем он занимается, его призвание, очень увлекательно рассказал нам об истории, раскопках, проводимых их командой. Конечно же, учитывая страну нашего происхождения, он поинтересовался у нас видением событий, происходящих с февраля этого года. И хотя на его представление о войне, по-видимому, как минимум отчасти влияла российская пропаганда, он был готов слушать, воспринимать и обсуждать наши доводы, чего нельзя сказать о многих россиянах, в том числе родственниках, у которых любые утверждения, отличающиеся от того, что говорит им телевизор, вызывают приступы неконтролируемого гнева. В античных документах это место упоминается как Саксагинта Приста, что многие исследователи переводят как «порт 60 кораблей». Исторические источники повествуют о том, что в конце 1 века нашей эры в ходе дакийских войн римский легион численностью в 6 тысяч человек был переправлен к располагающемуся совсем рядом устью реки Русинский Лом на кораблях типа «Пристис», которых потребовалось ровно 60. Правда, первый военный лагерь располагался не здесь, а, как предполагают археологи, немного западнее,
На этом же холме до прихода римлян находились фракийские культовые сооружения, в которых совершали свои обряды жители неукрепленного поселения, располагавшегося здесь как минимум с 3 века до нашей эры. После прихода римлян на холме располагались гражданские сооружения. Военную крепость здесь построили в конце 3-го, начале 4 веков. Ее защищали стены толщиной более 3 метров. Сооружение использовалось по прямому назначению до конца VI века. Исследования археологов подтверждают, что крепость существовала и во времена Первого Болгарского царства. Но сведений о том и более поздних периодах ее истории по-прежнему очень мало. Долгое время это укрепление стояло заброшенным и забытым, и, видимо, ушло под землю и заросло до такой степени, что о его существовании не знали даже местные жители. На древние стены наткнулись в начале прошлого века при проведении строительных работ, а параллельно историки занимались вопросами нахождения местоположения древнеримских крепостей. Напротив закрытой на зиму башни для туристов стоит караульная вышка более грозной формы. Это армейская территория. Собственно, при возведении военного клуба и были обнаружены давно забытые стены и здания. Полноценные археологические раскопки проводились здесь 2 раза – в конце 70-х годов прошлого века и в 2005-2006. И самые интересные находки оказались именно на землях Министерства обороны. Среди них, по случайному совпадению, Принципия – главное здание военного лагеря, в котором находился штаб, хранились знамена, а также исповедовался культ римского императора. До этого на том же месте располагался храм Аполлона, а еще раньше населявшие эти места до римлян фракийцы совершали здесь свои таинственные ритуалы и жертвоприношения. Но из-за особенностей режима территории увидеть эти загадочные жертвенные ямы можно только на стендах. Хотя орудия повернуты и в противоположную сторону, на земли военных без разрешения лучше не вторгаться, особенно с таким неопределенным статусом, как у нас. А вот посетить подземелья османского периода, которые также имели оборонное предназначение, вполне возможно. При раскопках были обнаружены сооружения, которые вполне могли быть частью располагавшегося неподалеку укрепления Кырк-Джами, которое использовалось еще по историческим меркам сравнительно недавно, во время русско-турецких войн. Кроме, собственно, стен, ничего аутентичного в этих туннелях не сохранилось, и свободные площади используются для экспозиции находок римской эпохи. Кстати, на Балканах и в Причерноморье львов можно было встретить в дикой природе вплоть до 1 века нашей эры. Так что, вполне возможно, создатели этой скульптуры видели их не только на картинках. В экспозиции музея можно увидеть и другие предметы искусства древнеримской эпохи, которые, помимо мастерства своих создателей, повествуют, например, и о том, что мошенники, использующие желание людей верить в чудо, были всегда. Примерно так появилось животное с телом змеи, глазами собаки, человеческими ушами и лошадиной гривой, от имени которого в середине 2 века нашей эры некий Александр говорил пророчества и осуществлял исцеление. Как оказалось, Гликон, как и остальные экспонаты, распечатаны на 3D принтере, но если не брать их в руки, результат выглядит впечатляюще. Вечером на центральной площади шла активная жизнь. Еще когда мы жили в румынском Джурджу, познакомились с русинцем Владимиром, который сейчас предложил встретиться и немного рассказать о своем городе. Его символом считается памятник свободе. Фигура женщины, которая в одной руке держит меч, а другой указывает направление, откуда пришли российские войска в 1877 году, которые помогли в итоге выйти болгарам из-под турецкого владычества. Освобождение считается важнейшим историческим моментом, с которого, по сути, начинается история современной страны. И благодарность за это Российской империи болгары передают из поколения в поколение. Во многом именно с этим связано замешательство многих местных жителей, с которыми доводилось общаться. Они очень любят Россию, их этому учили с детства, но не могут понять и поддержать развязанную ей в начале года войну, поэтому и не знают, как относиться к происходящему.
С особенностями жизни под турецким игом, которая длилась почти 5 столетий, связана необычная архитектура самой старой сохранившейся в Руси церкви Святой Троицы, построенной в 1632 году. С виду она кажется небольшой, но сразу за входной дверью начинается лестница, которая спускается на 4,5 метра. Таким образом, проектировавшие собор архитекторы смогли уложиться в ограничения, действовавшие в то время на строительство христианских культовых сооружений. Вечером мы вернулись на вокзал. У платформы уже стоял поезд, который провезет нас первую часть пути до моря. Большинство используемых здесь вагонов сидячие с отдельными купе, в которых можно неплохо поспать, если принять горизонтальное положение. В Старой Загоре нужно было сделать пересадку, перейдя с одной стороны платформы на другую. И следующий поезд, который тоже оказался практически пустым, повез нас уже к Черному морю и городу Бургас. Расстояния в Болгарии совсем небольшие. Многие ночные поезда, при том, что едут, в общем-то, не быстро, прибывают на конечные станции очень рано. Мы решили, что лучшей идеей для 6:30 утра будет сразу сесть на автобус, идущий в Поморье, бывать в котором, кстати, еще не доводилось. Всю дорогу, пока мы ехали в соседний город, известный еще за полтысячелетия до нашей эры и расположенный на узком полуострове, вдающемся в море на 3,5 километра, на горизонте разовел рассвет. Ну а до берега мы успели добраться еще до восхода солнца, что позволило увидеть это явление природы, которое вроде бы происходит каждый день, но всегда вызывает восхищение и приятные эмоции. В следующем выпуске путешественники прогуляются по 2 предновогодним приморским городам и отправятся в Ямбол.